Всем доброй ночи, друзья мои. Я намеренно показываю вам без вспышки. Вот сейчас покажу. Видите, дым поднимается. Это мне подарок от наших зрителей, как и все другие дары. Было отправлено это из Индии. Это ночной демон. Там изготавливают это традиционно, именно вот каноническое, сделанное красиво из бронзы. И вот демон, который открывает рот, и оттуда, значит, валит дым. Источник дыма был более такой густой, но потихоньку, пока я подготовила все, чтобы начать снимать, немножко уменьшилось. Поэтому я сейчас вспышку включу, и вы дым можете не заметить. Вот заранее показываю. Сливается с этим цветом звездного неба. Итак, дело в том, что магия весьма интересная древняя наука. Если на уровне бытовой магии поговорить, конечно, там более такие поверхностные знания, то, что человеку нужно всего лишь заговорить зубную боль, там начитать, чтобы дома мыши не водились и прочее, прочее. Вот бытовой, защиту себе и прочее. А потом в более такие глубокие дебри погружаемся. Это уже обращение к богам, к силам мироздания. Это определенные манипуляции. Это с помощью различных сил мы добиваемся поставленной цели. Потому что обращение очень многое. От деревенского колдовства и заканчивая различными оккультными практиками или новыми, что называется наномагия. Всегда, конечно, предпочитаем более древние варианты и приспосабливаем новые работы тоже к древним вариантам, чтобы поменьше было современных слов и побольше тех слов, которыми пользовались колдуны, ведьмы древних веков. Потому что в этих словах больше силы сохранилось. Но когда начинаем изучать магию, вообще познавать для себя хотя бы, понять, как обращаться, что, или вот, пожалуйста, я такое огромное количество лекций вам подарила для этого, чтобы вы разобрались, поняли, что к чему, то понимаешь, насколько это глубокие, насколько это эксклюзивные древние знания. Очень очень сильные, скажем, очень весомые знания. Именно поэтому во всех тайных организациях есть какая-то оккультная часть. Выбор символа, цвет, дата, когда что назначается. Почему в древние времена, даже начиная от войн и заканчивая зачатием детей, нужно было к этому всему относиться очень серьезно. Почему, например, в исламской культуре ночь четверга, за которой боролись жены патишахов, шахов и прочих правителей, почему она считалась таким важным, почему жены хотели перехватить друг у друга право на эту ночь, потому что считалось, что ребенок, зачатый в эту ночь, это считалось священной ночью. Это пришло еще, кстати, из язычества. У нас тоже есть чистый четверг называется. Порталы открываются, и к нам спускаются сильные, разумные, храбрые души. Если в эту ночь забеременеть считается, то внедряется внутрь женщины очень достойная душа, и ребенок бывает благословенный. Понимаете, вот во всем смысл. Невзирая на то, что пришли к нам религии,
различные иные учения, философия и прочее. Но язычество, магия, вот эта древняя наука, она все-таки занимает первое место и всегда будет занимать. И во всем будете видеть отголосок язычества, начиная от традиции похорон, заканчивая традициями свадеб, значит, рождением детей и так далее. Мы подсознательно, не понимая, не зная всех этих обычаев и традиций, мы подсознательно следуем этому всему. Почему, например, черная кошка, если пробегает, это к несчастью? Не в черной кошке дело, и не кошка виновата в этом всем. Просто черные кошки, они видят темные силы. То есть вообще кошки видят эти темные силы, а черные кошки особенно чувствительны, поэтому их много было у ведьм. Некоторых ведьм по черным кошкам определяли, как не смешно звучит. Черная кошка видит более, скажем, она более чувствительна к этому всему. И если она пробежала вам дорогу, значит, лучше вернуться назад. Она вас предупреждает этим, что перед вами, у вас на дороге стоят злые духи. Дальше идти не стоит. А если ты дальше пойдешь, то встретишь их, и будет несчастье. Вот поэтому и говорят, черная кошка пробежала дорогу, значит, дело не получится. Надо или вернуться, или там не надеяться ни на что хорошее. Откуда это пришло? С язычества. И много чего можно привести, такие примеры. Но вот, значит, вернемся к теме ролика, да? Вот опять же дым идет, но просто здесь не так видно, потому что свет, он как бы перебивает силу дыма. Свечи. Почему в храмах, почему на кладбище мы зажигаем свечи? Об этом говорили не раз, освежим в памяти. Мы усиливаем, подкармливаем, если хотите знать, души ушедших силой огня, энергией огня. Огонь усиливает душу. То есть это как питание, природная энергия, которая получает душа. Вот мы идем к своим родным, близким в гости, к бабушке, к дедушке. И что мы делаем? Мы привозим им что-то сладкое, вкусное, угощение, гостинцы, да, подарки. Вот мы потом приходим на их могилу, когда их уже нет. Мы точно так же им приносим вкусное угощение, гостинцы, сладости, свечи зажигаем. Мы точно так же кормим их души. В это время им разрешается прийти к нам, послушать нас и помогать. Именно поэтому многие ритуалы, связанные с кладбищем рода, с кладбищем родственников, то есть с могилой родственников, где надо идти, что-то сказать, попросить о помощи и так далее. Это ж нам не ограда помогает и не камень. Или у кого крест, или у кого камень, неважно. Помогает душа, которая приходит, слышит. И то есть по родовой памяти помогает нам в каком-то деле. Почему мы, говорила, еще раз скажу, почему мы зажигаем свечи во время ритуалов? Потому что это как стук в дверь. Вот ты приходишь что-то просить, прежде чем заходить, ты постучалась оттуда. Да, зайдите. И ты заходишь и говоришь свою просьбу. Зажигание свечи не во всех ритуалах, но во многих ритуалах. Не везде есть там, например, энергия воды, как стихия воды, земли. Не везде, да, и соли, не во всех. Но практически 90% ритуалов всегда присутствуют свечи. Свечи именно как источник огня. Свеча – это как стук, как, то есть предзнаменование того, что ты что-то начинаешь. Это как ты постучалась туда и вот начинаешь сообщать туда свою просьбу. Свеча из воска и огня. Воск – это сила земли, сила цветов, земли и прочее. Огонь – это, значит,
сила потустороннего мира. Это соединение физического мира и мира духов, и тонкого плана, и потустороннего мира. То есть начинается физически, заканчивается духовным миром. Это соединение этих миров, и это открытие портала, открытие дороги в тот мир. Вот ты зажигаешь огонь, у тебя работа та или иная получится намного сильнее, потому что ты в этот момент призвал, открыл портал. Пусть маленький. Когда вы фотографируете или смотрите там во время ритуала на свой алтарь, у вас свечи очень часто показывают, где открыт портал. Свет наполняет пустоту. И вот когда оно образовывает вот такие вот дороги, да, такие дорожки маленькие, такие стрелочки, такие линии световые, это вот свет наполнил ту дорогу, которая раскрывается, и приходит сила, чтобы нас услышать. Следующий момент. Дым в магии. Когда мы свою просьбу пишем на бумаге, сжигаем и выкидываем в космос. Когда мы сжигаем свои страхи и заговариваем. Когда мы на дым читаем. Когда мы на дым очищаем. Когда мы окуриваем, значит, помещение, в то же самое время читаем какие-то заговоры и так далее. Вот дым. Почему именно дым? Что за такое и как она как бы... Какую роль играет в магии? Это передача мыслей. Считается, что дым возносит просьбы, мольбы, заклинания, проклятия, значит, свои желания, мысли и так далее. Дым передает быстрее. И в магии дым вообще как проводник. Он преодолевает грань между земными духами и идет к духам сфер. Вот вдумайтесь. Свеча соединяет физический мир духовным миром. Портал открывает. Свечу зажигают, физический мир соединился с духовным миром. Ты, человек, физиологическое создание, соединяешься с духовным миром. Ты становишься одним целым. Ты открываешь дверь, и тебя слышат там. Ты постучалась, и тебя открыли. Дым обходит духов земли, земных духов или физических духов, физического мира. И между этими духами проносит твои мысли и желания к духам сфер, к богам возносит. Это может очень романтично как бы звучит и очень как-то красиво, сказочно. На самом деле это реальность. Это реальность абсолютная. Наши предки во всех этих сказках, легендах и рассказах спрятали все запретное, что не разрешалось открыто говорить. Ну, поскольку сказку-то мы не воспринимаем всерьез, да, но это же сказка, выдумка. Вот зная, что именно это не будут уничтожать, и хотя бы это останется, через эти сказки, выдумки, легенды, они передали нам тот самый код, те самые расшифрованные, закрытые сведения и знания, которыми мы пользуемся до сих пор. Мы уже говорили про Бабу-Ягу, которая испекает детей, съедает в печи, да? Что это такое? Яга, богиня Яга, которая приходила в обличии, в образе старой женщины, учила, значит, женщин в селениях в основном колдовать, магией заниматься, помогать своим детям. И вот она учила и допекала детей, когда ребенок недоношенный, ребенок, который болеет, считалось, что родители не доделали его. Он родился раньше времени или не раньше времени, но его некоторые функции его организма не развиты, недоделанные были. Поэтому организм все время болеет, он слабый. И чтобы доделать его, допекать его, оборачивали его в тесто и клали в теплую печь. Теплую, конечно, не горячую. И тесто, естественно, она не запекалась, как хлеб, но, по крайней мере, немного становилось тверже из-за теплой печи.
Потом вынимали оттуда ребенка, этот хлеб отдавали собакам, без вреда для собак. И ребенок переставал болеть, он начинал наливаться, он начинал, значит, пухлеть, он начинал становиться здоровым ребенком. Этот ритуал очень сильный. И вот оттуда все эти различные сказки о том, как она детей запекает, там ест и так далее. Это все было передано нам вот таким образом. Иного выхода у этих людей не было. Их уничтожали за их знания, преследовали, как, впрочем, и сейчас. Все примитивное, агрессивное, все бесполезное, все ненужное, оно всегда будет преследовать все великое, все нужное, то, что сделает человека свободным, достойным, то, что сделает человека счастливым, оно будет это преследовать, потому что все доктрины мира человека должны порабощать, подчинить, запугать, контролировать, понимаете? А магия дает свободу человеку, по крайней мере, духовную свободу. Естественно, мы не говорим, что мы должны на улицу выходить, делать все, что хотим. Нет, духовная, внутренняя свобода. Нету страха. И то, что вы... Есть такое выражение... человек, читающий книги, всегда одолеет человека, кто смотрит телевизор. Понимаете, вот то, что происходит, у тебя совсем другой взгляд на все это, как человека, начитанного человека, который знает больше и знает тайное. Так вот, дым. Когда нужно возвращать блудного мужа, читали на дым. И муж приходил. Где-то там гулял, возвращался. Когда нужно было пропащую скотину найти, в принципе, почти одинаково, читали на дым. Была скотина двуногая, была четырехногая. Вот и на того скотину читали на дым, возвращали. Почему? Вот я вам объясняю, почему. Мы всегда знали, что на дым читали, и вот получалось. Я вам скажу, почему получалось. Потому что дым – это определенная энергия, которая берет твои слова, а то, что слова наши живая материя и мысли тоже, это уже доказанный факт. Он берет наши желания, наши слова, шепот и так далее, и уносит с собой в сферу, в космос, обходя духов Земли. Это связь с тонкими мирами, то есть она обеспечивает нашу связь с тонкими мирами. Итак, если вы хотите, чтобы кто-то о вас забыл, кто-то, может быть, кто угодно, человек, который власть имущий, вам не дает покоя, сосед, который донимает вас и надоедает вам, не дает жизни, вот кто угодно, если вам нужно, чтобы этот кто-то вас забыл и не помнил, и вообще не ходил за вами, оставил вас в покое. Проведите несколько ночей кряду. Если это будет продолжаться, проведите еще раз, пока это окончательно не закончится. Обычно вообще хватает первого, второго раза, самое большее. Вам нужен источник дыма. Можете зажечь свечу и читать. Там тоже идет дым. Можете благовоние, можете любую траву зажигать и читать. Но нужен источник дыма. Читайте 6 раз. Это все потом просто выкидывайте. Вот когда истлеет, когда сгорит, когда там, если это свеча, значит, дайте догореть и так далее. Заставить себя забыть. Слова следующие. Услышь меня, Дым Дымович. Иди, дым, на имя или должность. Иди там на Васю, на Петю или на такого-то там человека, или на товарища майора. Услышь меня, Дым Дымович. Иди, дым, на него. Него будем говорить. Закрывай ему глаза. Укрой его туманом забвения. С утра до полудня, с полудня до полуночи и на все времена,
чтобы меня не помнил, обо мне не думал, мысли его в дыму и в тумане, разум его в дурмане. Иди, дым забвения, укрой его, от меня закрой его. Заклинаю. Дым Дымович, услышь меня, Дым Дымович. Иди, дым, на него. Закрывай его глаза, укрой его туманом. Забвение. С утра до полудня, с полудня до полуночи. И на все времена, чтобы меня не помнил, обо мне не думал, мысли его в дыму и в тумане, разум его в дурмане. Иди, дым забвения, укрой его, от меня закрой его. Заклято. Услышь меня, Дым Дымович, иди, дым, на него. Закрывай ему глаза, укрой его туманом забвения. С утра до полудня, с полудня до полуночи. И на все времена, чтоб меня не помнил, обо мне не думал. Мысли его в дыму и в тумане, а разум его в дурмане. Иди, дым забвения, укрой его от меня, закрой его. Укрой его, от меня закрой его. Заклинаю. И вот так 6 раз, говорите 6 раз, несколько ночей кряду. Через некоторое время этот человек от вас отстанет, появится очень много отвлекающих факторов и отведут подальше от вас этого человека или эти структуры, смотря на что вы читаете. И это все в скором времени закончится. Вот сейчас все боятся из-за этого беспредела с коровами и с тем, что заходят без спросу в дома людей. Вот читайте, чтобы вас обошли, чтобы вас не заметили, чтобы о вас не думали, чтобы о вас не помнили. В трудные времена только магия спасает человека. Потому что это древняя наука, самая человеколюбивая наука, гуманная. Та, которая спасает, помогает и все делает ради благополучия человека. Всем удачи!